Это моя первая запись этого видеоблога. Лечу в Дубай сейчас транзитом, точнее наоборот, лечу в Рияд транзитом через Дубай. Что планируется в поездке? Планируется поездки у меня помощь в проведении концерта, бэкэнд, что-то еще, фронтенд, какие-то баги решать, что-то еще, какие-то проблемы на месте решать. Ну и вообще мне будет интересно посмотреть, как моя, собственно, Tiki платформа работает вообще на бою, вообще как это все выглядит. Буду я там неделю и надеюсь, что все-таки будет время на посмотреть город. Поглядим. Пока немного волнения, мандраж. Но ладно, посмотрим. Ну что ж, вот я и погулял по дубайскому аэропорту. Очень богатый на duty free, но при этом не так уж много. То есть, в принципе, все, что нужно есть, и при этом не настолько загружено, как, например, во франкфуртском аэропорту. Там на каждом шагу практически одно и то же повторяется, дублируется, и даже не знаю, это хорошо или плохо. Через полчаса у меня, собственно, посадка на самолет и 1 час пути до Эр-Рияда. И посмотрим вообще, что там как будет. Списался со своими друзьями, которые уже в Рияде. Говорят, что у них выходного нет, но надеюсь, что вечером мы пойдем тусоваться, погуляем. Еще забыл сказать, что я принципиально записываю только с одного дубля. Я не буду перезаписывать, и я это, лучше отдельно отметить, а там посмотрим, смонтирую я это или нет. Так, мой рум-тур. Тут у нас туалет, ванная. Это вот я. Hello. Тут у нас комнатка небольшая. Дверь в соседний номер. Понятно, конечно, зачем. Зеркало, телевизор. Куча у нас зеркал. Куча зеркальных поверхностей и просто зеркал. Кровать. King size, конечно же. Телефон. Рабочее место, окна с тонировкой, на самом деле не так темно на улице, но да, уже вечереет. Вид из окна на парковочку. Что поделать. Тут же и пробка у нас, тут же можно посмотреть вообще какой трафик в городе. Нашел кошку. Рияд — это город для машин, потому что банально тут нет тротуаров, пешеходных каких-то переходов. Вот, например, тротуар закончился и не начинается новый. Приходится обходить въезд на парковку. Удивительно, что в городе, который предназначен для машин целиком и полностью, и даже не для пешеходов, и предлагают пользоваться самокатами. Интересненько. Так, звук есть, свет есть. Записываем. Подходит к концу первый день пребывания моего в Эр-Рияде. Погулял немного по городу и какие выводы могу сделать. Что вообще я сделал за сегодня. Первое. Город не для людей. Город для машин. Парковки, 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 парковки. Широкие трассы, пробки и парковки. Нет тупо места, чтобы пройтись пешеходу мимо зданий, от точки до точки. Где-то даже пешеходного тротуара нету. Зачем, если есть парковка и можно с нее пройтись? Окей. Второе. Интернет здесь по роумингу очень слабенький. При этом можно купить сим-карту местного провайдера. И тогда уже 5G у тебя будет. Может быть, это здесь в районе покрытия, но я вроде как живу между двух трасс основных, и здесь же отели, поэтому здесь связь должна быть хорошая. Ну и, по крайней мере, у местного оператора связь-то все равно хорошая. Почему в роуминге плохая? Окей.
Третье. Прогулялся по городу, увидел, что каких-то кафешек, концентрации вообще нет. И нужно просто очень много ходить километров, чтобы посмотреть то там, то сям. При этом нужно очень много обходить. То есть ты видишь, что через дорогу находится какая-то кафешка, но попасть в нее не можешь, потому что нужно переходить дорогу либо так, либо так. Здесь в районе находится куча гостиниц, но при этом очень мало каких-то магазинов. И довольно интересно, что в некоторых магазинах не принимают карты, Visa, MasterCard и так далее. Возможно, это меня в магазине хотели обмануть, но сказали, что Visa и MasterCard не примут. При этом такой же терминал в отделении мобильной связи, такой же терминал принял мою карточку MasterCard. Довольно забавно. Рияд, конечно, прикольный, но жить в нем ужасно. Только на машине передвигаться, растительности нет на дорогах, тени совершенно нет. И как в этих условиях вообще жить, не знаю. Что манит людей в Дубае и в Саудовскую Аравию, не понимаю. Но отсутствие деревьев, конечно, демотивирует. Итак, я поставил камеру криво, но давайте представим, что я нахожусь ровненько. Что, у нас второй день? Все еще продолжается, сейчас я поел. И что я буду делать дальше? Ну, по плану у нас еще поработать, а может быть нет, кто знает. Но главное, что мы сейчас сделаем, это проверим, сходим на большую сцену и посмотрим, как нам будет проверять звук. И будет интересно посмотреть, как этот звук звучит без толпы, которая вокруг. Собственно, да, все мы знаем, как это выглядит, как это звучит когда происходит концерт. Но как это происходит на пустой площадке, мне довольно интересно послушать будет, как это звучит. И я попробую это заснять. Да. Едем на машине, на гольф-карах. Довольно интересно, что навигация очень... Yep. You're a personal driver. I was very concentrated on Big Beast. Площадка Саундшторма очень огромная, и поэтому навигация здесь, точнее навигация перемещения здесь в основном на гольф-карах и на велосипедах, кто-то на самокатах. И сейчас мы едем как раз на саундчек от зоны, где мы едем. Вон за моей спиной самые яркие фонари. Посмотрим, как там звук. Это площадка, самая большая. Мне нужно встать очень далеко, чтобы ее масштаб оценить. Огромные экраны. Здесь, собственно, будет выступать Металлика и другие хедлайнеры. Закончился первый день рабочий. Едем сейчас в машине до отеля с ребятами. Впереди у нас получается минут, наверное, 40-50, может быть, час, с учетом пробок. Без 5-10, но надеюсь, что все-таки доедем быстро. Не все удалось сделать, что хотелось. Плюс еще встретился с проблемами, но надеюсь, завтра с утра уже все они будут решены. А пока отдыхаем. Пока еще едем в машине, решил записать видео об их движении на дорогах. Довольно забавно, что оно ужасное. И куча машин. Поворотниками тут пользуется мало кто. Но при этом я не вижу, что были ДТП или какие-то последствия. Постоянно в Алматы, когда едешь, все равно видишь, что там, то сям, что здесь ДТП случилось, что там ДТП случилось, что здесь какие-то следы нарисованы. Здесь же нет. Здесь же как-то все разъезжаются очень даже хорошо и легко. Довольно забавно. Закончился первый день рабочий в Рияде на площадке Middle Beast. Какие у меня впечатления от площадки? Она огромная, она реально огромная территория, как маленький городок.
Я не знаю по километражу, но, наверное, 2 километра точно в длину и километр, а то 1,5 в ширину. Я удивлен, что очень много людей с разных стран. Реально и поляки есть, и немцы есть, и американцы есть. Самые что ни на есть американцы с Канзаса. Вот, в частности, команды, с которыми моя работа интегрироваться, это как раз-таки американцы с Канзаса. Очень интересно с ними поработать, послушать их акцент. Самый что ни на есть американский нейтив акцент. Покататься по территории интересно, потому что я посмотрел днем только площадку для техно, но не посмотрел эту же площадку вечером. А мне кажется, что она вечером будет гораздо красивее, потому что, это техно, извините меня. Ребята рассказывают, что они специально всю эту площадку андеграунд-зоны вынесли подальше от основной сцены, чтобы народ не смущать. Потому что в андеграунд-зоне, несмотря на то, что в Саудовской Аравии здесь запрещено употреблять спиртные напитки в публичных местах, по наркотики уж точно, даже говорить не нужно. Но, несмотря на это, в андеграунд-зонах посетители становятся обычно, по словам коллег, просто как зомби, и поэтому, чтобы они не смущали остальной народ на мероприятии, и особенно VIP и королевскую семью на биг-стейдже, на главной сцене, зона андеграунд вынесена отдельно, чуть подальше от остальных. Зоны туалетов отдельно. Надеюсь, что меня слышно и звук хороший. Вся суть в том, чтобы показать просто этот логотип и вообще рассказать, что будет сегодня. Итак, сегодня второй день нашей работы на Middle East. Что сегодня по плану? Сегодня по плану у меня несколько тасок по разработке, основной репортинг и интеграция с другими системами. Но помимо этого, и скорее всего даже это важнее будет лично для меня, это поснимать сегодня вечером приготовление. Я уже поснимал немного днем площадки Underground, площадку Dance. Довольно забавный случай. Dance площадка — это огромный ангар, там куча LED-экранов на потолке, несколько штук под потолком висит, плюс за диджеями огромный экран. Это монструозное, можно сказать, сооружение, фига себе. И тут внезапно прям как будто взрыв, звук, и что за фигня? А это казалось, что кто-то уронил просто микрофон, а колонки, видимо, включены на полную. И этот звук, собственно, отразился эхом в ангаре. В общем, было страшно. Хапнул немного адреналина. А вот так вот проложены коммуникации. Различные провода. Наверное, да, только провода. Вон, нет, еще и трубы. Они проложены вот таким образом под асфальтом. Нас еще ждет, надеюсь, не нас ждет. Нас еще ждут 300 сканеров. Ты имеешь в виду этих ХНВЛ? Надеюсь, не мы будем в этом жить, но зависит от агентства, которое это делает. Если они достаточно ленивые, то, возможно, будем это делать. Или покажем. Ну что ж поделать. Посмотрим. Итак, собственно, в чем смысл моей работы? Сейчас я вам продемонстрирую, как это все выглядит. И я на самом деле делал это вживую в первый раз. И мне самому интересно было это все сделать. Поэтому продемонстрирую и вам. Что у нас есть? У нас есть QR-код. Этот QR-код получает клиент, когда покупает билет на SoundStorm. У нас есть RFID девайс. Здесь можно посмотреть на режим его работы. Надеюсь, камера сфокусируется. На режим его работы, название, онлайн, офлайн и так далее. И сканирование. Девайс выглядит как Android мобильный телефон со сканером QR-кодов. И здесь же находится RFID сканер. Он же reader, он же writer. Итак, теперь flow. Что мы имеем? Имеем QR-код. Подходит человек с QR-кодом, распечатанный на телефоне. Ticket Wallet. Берем RFID карточку. Success. И теперь я могу использовать эту карточку, прикладывать к RFID сканерам и проходить разные зоны. Идет к концу уже второй день рабочий, но он плавно перетекает в рабочую ночь.
Мы тут с Виктором собираем платы Arduino и прошиваем их. К сожалению, винрейт у нас тут 50 на 50, поэтому работа продолжается не быстро. Но постараемся сегодня закончить. Нужно это все для чего? Вот для вот этих вот девайсов, которые у Виктора за спиной. Туда внутрь мы ставим планшет и вот эти все платы, чтобы управлять подсветкой. Надеюсь, сейчас на видео это все видно. Вот так вот оно выглядит изнутри. Я, наверное, подсвечу. Вот так вот это все выглядит. Так, что ж, подходит к концу уже третий день нашей работы сейчас. Ну, через 2 минуты начнется уже 4-й рабочий день, собственно, четверг. Без 2 минут 12. Что за сегодня сделали? Сегодня мы решали кучу проблем, связанных с лимитом реквестов в минуту, в секунду. У нас отвалился карта, у нас отвалился кэширование. Из-за кэширования у нас отвалился ваучер, сервис, который отвечает за скидки. За это у нас отвалился Auzero, потому что не мог еще и создать запросы на создание пользователя. Опять же, мы создавали кучу сканер-девайсов, и система авторизации должна была создать аккаунты для них, где там тоже достигли лимит. В общем, сегодня валилось все практически, и это валилось все вечером. Но в итоге починили. Сейчас ждем ребят, чтобы им продемонстрировать, как это все работает. И можно спокойно ехать домой, отдыхать и хоть чуть-чуть поспать. See you again.
Что ж, сегодня 5-й рабочий день, и первый день мероприятия позади. Сегодня второй будет день. Вчера все, что могло пойти не так, наверное, пошло не так. В основном не выдержала наша нагрузка на БД. И это дало о себе знать во многих частях. Продажи где-то падали, где-то падал дэшборд для бэк-офиса, где-то сканирование долго отрабатывало, но все это зависело от базы. И, к сожалению, с этим ничего нельзя было поделать в моменте. Можно было только наблюдать. Но мы вроде как справились. Мы вроде как собрались, и в принципе ничего нигде не развалилось, и у меня сложилось впечатление, что в принципе, если не знать, что нагрузка на базу есть, то никто особо-то и не заметил, что были проблемы. Ну, помимо нашей команды, понятное дело, помимо нашего мониторинга. Все эти проблемы будут учтены сейчас, на сегодняшний и на завтрашний день, но сами ребята, когда мы вчера уже начали расходиться, сами ребята сказали, что в принципе самое сложное позади, поэтому все это сделают, все это там настроят, добавят точки доступа интернета там, где надо и где не надо. В общем, все эти проблемы учтут, и вроде как второй день должен быть полегче, и третий уж тем более должен быть полегче. يجب على جميع الزوار الخضوع لتفتيش أمني قبل دخول موقع. And without hesitation, popped in like a Friday. We went to the club. Out now, come it up to the stick of people dancing and shaking. Stick of people dancing and shaking and moving. Stick of people dancing and shaking and moving and jumping and screaming. Break it up now. We don't know no one like you. Go girls who dance like Michael. No eyes, but just no height. We just wanna make you go psycho. Итак, надеюсь, что меня слышно, звук хороший. Картинка чуть кривая, но в принципе ладно, фиг с ним. За моей спиной находятся ворота Westgate, за которые я ответственен и наблюдаю в принципе, что тут происходит. Продажи запуск людей начался час назад, 45 минут назад. Пока все спокойно, был баг, который я уже быстренько зафиксил, к сожалению. Да, раньше он не вылезал, потому что настройка была именно по дням. Ну, зафикшено и хорошо, данные восстановлены. Все спокойно, все тихо, красивое закатное солнце, как раз таки поймал на видео. Сегодня по плану где-то до 7 вечера еще помониторить, может быть даже раньше и закончим, если все в порядке будет. А потом будем тусоваться, и сегодня я запишу пару шотов, посмотрю вообще еще раз по площадкам, что где, как снимается. Сегодня я снимаю на Sigma 30 мм, так что картинка должна быть четкой, в отличие от Гелиуса. В общем, поглядим и надеюсь, что день пройдет легко.
Итак, вот и закончилась поездка, я думаю, что я ставил это хорошо. И звук, в принципе, тоже хорошо, поэтому ладно. Поездка закончилась, я сейчас нахожусь в Брянском аэропорту. Мы с коллегой с Чингизом приехали в аэропорт, ну, он где-то тусуется. В общем, разделились, разминулись, я купил себе кофе Starbucks и решил записать видео отсюда, с аэропорта. Поездка завершилась, и фестиваль прошел, и прошло все хорошо. Мне поездка, в принципе, понравилась, и очень интересный опыт участия в организации фестиваля и вообще увидеть, что происходит за кулисами, какие проблемы возникают, как эти проблемы решаются. Все это мне понравилось, и я считаю, что поездка была абсолютно не зря. Поснимал видео, поснимал разные зоны, послушал Металлику, послушал 50 Cent. Так как сцена огромная и куча народу впереди, поэтому нужно было стоять очень далеко. Я их не особо видел, даже я был когда в очках. Ну окей, они там есть хорошо. Я вижу их на большом экране, но какая-то маленькая точка на сцене, как бы, хорошо, это 50 Cent считается. Победил на Уилла Смита, Джейдена Смита, тоже прикольно оказаться с ними на одной площадке. В пределах 1 километра. Ну, это больше просто осознание, что было приятно. В целом все. Оставайтесь на связи. И до встречи в новых видосах.